Никто не ожидал такого на концерте BTS Mexico D2. Пока остальные участники демонстрировали мощное выступление на сцене, на заднем плане происходило нечто совершенно неожиданное. Тэхён внезапно превратился в дикого ковбоя, преследуя Чингука по главной сцене, словно они забыли, что вообще находятся на концерте. Сначала фанаты подумали, что это просто шутка, но через несколько секунд весь стадион взорвался криками. Чингук не мог перестать смеяться. Тэхён следовал за ним повсюду, и хаос стал настолько сильным, что камеры со всех сторон начали фокусироваться только на них. Больше всего фанатов шокировал не только этот игривый момент. Их естественность и счастье, с которыми они выглядели вместе, пока тысячи людей совершенно потеряли контроль над собой, наблюдая за ними. И когда это произошло ближе к концу, интернет мгновенно понял, что выступление Тэхёна на BTS Mexico D2 станет одним из самых вирусных выступлений Тэхёна за всю историю. Атмосфера на стадионе нарастала с каждой секундой. То, что началось как случайный игривый момент между Тэхёном и Чингуком, постепенно превратилось в центр всего концерта, словно десятки тысяч фанатов забыли обо всем, что происходило вокруг. Огромные экраны продолжали демонстрировать их движения, а толпа кричала так громко, что даже те, кто снимал с верхних ярусов, едва слышали музыку. Тэхён полностью отдавался образу ковбоя, энергично двигаясь по огромной сцене, в то время как Чингук пытался ускользнуть через разные углы, словно уже зная о грядущей неожиданной атаке. Каждый раз, когда Чингук оборачивался, Тэхён снова появлялся позади него, заставляя публику полностью потерять контроль над ситуацией. Фанаты тут же подняли телефоны, поняв, что стали свидетелями одного из тех редких моментов BTS, которые мгновенно распространяются по интернету. Самое забавное было то, как естественно все происходило. Ничего не выглядело запланированным. Ничего не казалось натянутым. Казалось, что два человека просто наслаждаются сценой вместе, не обращая внимания на то, насколько хаотичным стало происходящее. Именно эта неподдельная энергия заставила весь стадион так эмоционально отреагировать. Фанаты уже не просто смеялись. Многие были явно ошеломлены, потому что химию между ними было невозможно игнорировать в эти несколько минут. Пока музыка продолжалась, остальные участники оставались сосредоточены на выступлении, но Тэхён и Чингук каким-то образом создали совершенно другое шоу за кулисами. Создавалось ощущение, что на одном концерте одновременно происходят два мира. Один – это официальное выступление BTS. Другой – это чисто непредсказуемый хаос, полностью управляемый Тэхёном и Чингуком. А затем наступил момент, которого никто не ожидал. Тэхён внезапно приблизился к Чингуку, продолжая дурачиться, и Чингук разразился смехом перед тысячами фанатов. Камеры запечатлели все в идеальный момент. Реакция Чингука, то, как Тэхён продолжал его дразнить, и эта неудержимая энергия между ними мгновенно стала самой обсуждаемой темой в интернете. Спустя всего несколько минут после появления видеороликов в социальных сетях, фанаты из разных стран начали практически мгновенно перепостить их. Некоторые назвали это самым смешным моментом всего тура. Другие говорили, что это больше походило на то, как лучшие друзья полностью забыли о существовании камер. Даже те, кто не был на концерте, начали искать видео после того, как их ленты были завалены реакциями. Вирусный взрыв стал еще масштабнее, когда фанаты заметили детали, скрытые в этом хаосе. Тэхён постоянно выглядел полностью сосредоточенным на Чингуке, несмотря на огромную сцену вокруг них. Чингук, тем временем, не мог перестать улыбаться, как бы ни старался вести себя естественно. Эти мельчайшие детали стали достаточны, чтобы вызвать эмоциональные дискуссии во всех фан-сообществах на всех платформах. По мере появления новых ракурсов в сети, масштаб момента стал невозможно игнорировать. Видео, снятые из первых рядов, показали, как фанаты кричат так сильно, что их телефоны неконтролируемо трясутся. Кадры с верхних ярусов запечатлели еще более безумную перспективу, показав, как весь стадион одновременно отреагировал на то, что Тэхён снова начал преследовать Чингука. Энергия больше напоминала не концерт, а комедийное шоу, неожиданно появившееся посреди мирового турне. Но по-настоящему незабываемым этот момент сделало чувство, стоящее за ним. Для многих фанатов это было не просто два айдола, шутящие на сцене.
Это было редкое зрелище искреннего счастья, естественно проявляющегося перед тысячами людей. Никаких сценариев. Никакой подготовки. Никаких серьезных сценических образов. Просто чистый хаос, смех и момент, который казался совершенно живым. Именно эта аутентичность и стала причиной того, что видео так быстро распространилось в TikTok, Instagram, X и YouTube за считанные часы. Даже после окончания концерта стадион все еще гудел от восторга. Мент. Фанаты, покидавшие концертную площадку, продолжали пересматривать видео на своих телефонах, пытаясь заново пережить безумие, свидетелем которого они только что стали лично. Некоторые признались, что после концерта едва могли сосредоточиться на остальной части программы, потому что погоня Тэхёна и Чингука за кулисами полностью затмила все остальное. И самое шокирующее, многие фанаты считают, что камеры все еще упустили несколько моментов между ними во время этого хаоса, а это значит, что в сети могут появиться еще больше ранее невиденных фрагментов. По мере того, как события вечера в Мексике продолжали набирать популярность в социальных сетях, новые записи фанатов стали появляться почти каждую минуту, и каждый новый ракурс, казалось, раскрывал еще больше скрытых деталей хаотичного момента на сцене. То, что изначально выглядело как короткое, игривое взаимодействие, внезапно стало казаться гораздо масштабнее, когда фанаты замедлили видео и внимательно проанализировали каждую секунду. Один конкретный ракурс быстро привлек огромное внимание, потому что он запечатлел тот самый момент, когда Тэхён внезапно изменил направление, чтобы снова последовать за Чингуком по сцене. Реакция толпы на этом видео была невероятной. Еще до того, как Тэхён подошел к нему, тысячи фанатов уже кричали, словно предчувствуя, что вот-вот произойдет что-то невероятное. Предвкушение на стадионе превратилось в целое событие. Реакция Чингука сделала все еще лучше. Каждый раз, когда он пытался продолжать выступать как обычно, Тэхён каким-то образом умудрялся снова втянуть его в этот хаос. Фанаты заметили, что Чингук постоянно оглядывался через плечо, безудержно смеясь, словно ожидая, что Тэхён вот-вот появится позади него. Это игривое напряжение стало одним из самых популярных моментов всего концерта в интернете. В течение нескольких часов хэштеги, связанные с этим моментом, взорвались по всему миру. Видеоролики заполонили TikTok-видео, YouTube Shorts, Instagram Reels и фан-страницы в разных странах. Некоторые видео набрали сотни тысяч просмотров почти мгновенно, потому что даже обычные зрители могли почувствовать, насколько искренней была энергия между ними. Это не выглядело постановочным ради фан-сервиса. Именно поэтому люди не могли оторвать взгляд. Затем еще одна деталь еще больше погрузила интернет в хаос. Фанаты начали замечать, как другие участники BTS реагировали на заднем плане в определенные моменты. Сохраняя профессионализм и сосредоточившись на выступлении, участники, даже сами, пытались сдержать смех, пока Тэхён и Чингук превращали сцену в свою непредсказуемую игровую площадку. Эти крошечные моменты на заднем плане заставляли фанатов пересматривать видео снова и снова, выискивая каждую скрытую реакцию. Эмоциональная сторона момента также начала распространяться в сети. Многие фанаты поделились тем, что видеть Тэхёна и Чингука такими беззаботными снова после столь долгого перерыва было очень приятно. Было что-то мощное в том, чтобы наблюдать, как две мировые суперзвезды на несколько минут полностью отпустили напряжение и просто наслаждались временем, проведенным вместе на сцене. Это чувство эмоционально затронуло фанатов гораздо сильнее, чем кто-либо ожидал. Некоторые зрители позже признались, что крики на стадионе во время погони стали настолько громкими, что они физически чувствовали вибрацию пола под собой. Другие говорили, что окружающие плакали от смеха, отчаянно пытаясь одновременно записать происходящее на видео. Атмосферу было почти невозможно описать, если только кто-то не пережил это лично. По мере распространения видеороликов, аккаунты в СМИ и развлекательные страницы начали перепостить этот момент повсюду. Заголовки описывали это как одно из самых безумных и неожиданных взаимодействий за весь тур. Даже не фанаты заинтересовались, увидев бесчисленные вирусные посты о погоне ковбоев, которая полностью захватила концерт. Но интернет стал еще больше одержим после того, как фанаты обнаружили еще одну деталь, скрытую ближе к концу взаимодействия.
Прямо перед тем, как момент наконец успокоился, Тэхён на мгновение выглядел совершенно довольным, наблюдая, как Чингук безудержно смеется перед толпой, почти так, как будто заставить его смеяться было всей его целью с самого начала. Это короткое выражение лица длилось всего несколько секунд, но фанаты тут же сделали видеозапись, увеличили масштаб, замедлили и превратили его в один из самых обсуждаемых моментов вечера. Внезапно весь концерт D2 в Мексике перестал запоминаться только выступлениями, визуальными эффектами или музыкой. Для миллионов фанатов в интернете он стал запомниться как ночь, когда Тэхён и Чингук случайно устроили настоящий хаос на глазах у всего стадиона, и никто не мог отвести взгляд. К следующему утру хаос с BTS Mexico D2 вышел далеко за рамки самого концерта. Этот момент перестал быть просто забавным взаимодействием Тэхёна и Чингука. Он превратился в один из тех редких вирусных взрывов, которые мгновенно захватывают интернет. Все платформы были наводнены видеороликами, реакциями, замедленными клипами, мемами и эмоциональными подборками от фанатов, запечатлевшими каждая секунда погони ковбоя. Больше всего людей удивило, как быстро клип распространился за пределы фандома BTS. Даже случайные зрители, почти ничего не знавшие о BTS, начали перепостить видео, потому что энергию было невозможно игнорировать. Под вирусными роликами появились тысячи комментариев от людей, которые говорили одно и то же. Они кликали, ожидая увидеть обычный концертный клип, но в итоге смотрели одни и те же видео снова и снова, потому что Тэхён и Чингук выглядели вместе по-настоящему непобедимыми. Фанаты также начали связывать разные моменты из начала концерта, понимая, что игривое напряжение между ними, по-видимому, нарастало всю ночь. Небольшие взаимодействия, которые раньше казались незначительными, внезапно стали главными темами для обсуждения в интернете. Краткие взгляды, быстрые реакции, скрытые улыбки и неожиданные движения теперь вырезались и анализировались покадрово в социальных сетях. Чем глубже фанаты всматривались в видео, тем безумнее все казалось. На одном замедленном видео Чингук пытался продолжать идти нормально, явно изо всех сил сдерживаясь, чтобы снова не рассмеяться. На другом ракурсе Тэхён выглядел невероятно гордым тем хаосом, который он устроил, в то время как стадион продолжал кричать вокруг них. Фанаты утверждали, что их взаимодействие выглядело настолько естественным, что казалось, будто камеры случайно запечатлели личный момент дружбы посреди выступления в рамках мирового турне. Внутри фандома эмоции начали быстро нарастать. Некоторые фанаты назвали это одним из самых счастливых моментов Тэкука за всю историю. Тем временем, фан-аккаунты, отслеживающие статистику концертов, заметили нечто невероятное, происходящее в интернете. Видео, связанные с хаосом на концерте D2 в Мексике, за несколько часов набрали огромное количество просмотров. Некоторые видеоролики за ночь набрали миллионы просмотров, а хэштеги, связанные с Тэхёном и Чингуком, доминировали в трендах в разных странах. Стало ясно, что это уже не просто очередной яркий момент концерта. Это превратилось в полноценное интернет-событие. Затем события стали еще более напряженными. Внезапно появилась новая, ранее не публиковавшаяся фан-камера, снятая недалеко от главной сцены, с ракурса, которого никто раньше не видел. Видеоролик мгновенно взорвал интернет, потому что показал, насколько близко находились Тэхён и Чингук во время одной из сцен погони. Реакция толпы на этом видео была просто оглушительной. Поклонники в сети тут же начали называть это недостающим ракурсом, которого все ждали. Новые кадры вызвали новую волну эмоциональных откликов, потому что запечатлели детали, скрытые официальными экранами во время концерта. На видео видно, как Чингук на мгновение полностью теряет самообладание, в то время как Тэхён продолжает поддразнивать его, не останавливаясь. Непринужденность этого взаимодействия сделала момент еще более реальным, чем раньше. По мере того, как обсуждения нарастали, некоторые фанаты отметили еще один момент, который сделал всю ситуацию еще более незабываемой. Несмотря на хаос, несмотря на кричащую толпу, несмотря на камеры, следовавшие за ними повсюду, Тэхён и Чингук ни разу не выглядели неловко. Напротив, они выглядели полностью погруженными в момент, почти забывая о масштабе стадиона вокруг них. Эта беззаботная энергия стала причиной того, почему видеоролики так сильно отозвались в сети.
Спустя несколько часов развлекательные страницы продолжали публиковать заголовки об инциденте, называя его одним из самых неожиданно забавных моментов тура BTS. В некоторых статьях это взаимодействие описывалось как концертный хаос. В других – как момент, взорвавший интернет. Но фанаты считали, что ни одно из этих описаний не передает в полной мере того, что происходило на стадионе, когда вся толпа поняла, что Тэхён и Чингук полностью перетянули все внимание на себя. И, по словам фанатов, лично посетивших Мексика D2, видео в интернете все еще не передают в полной мере, насколько громко стало на стадионе в тот момент, когда погоня ковбоев началась заново.